Давайте сразу к делу. Сегодняшний наш разбор посвящен, пожалуй, одной из самых загадочных и интригующих фигур XX века — мистику Георгию Ивановичу Гурджиеву. Представьте себе человека, который десятилетиями странствовал по Центральной Азии, Ближнему Востоку, Тибету. И нет, он не был просто туристом. Он буквально по крупицам собирал разрозненные фрагменты древних эзотерических знаний. Из этих, казалось бы, несовместимых осколков он собрал невероятно стройную, жесткую и абсолютно практическую систему трансформации человека. Сегодня ее знают как «Четвертый путь». Это учение, кстати, оказало просто колоссальное влияние на писателей, художников, психологов по всему миру. Так что сегодня мы разберем эту систему по винтикам, как она устроена, какие практики в ней используются и, главное, что она дает человеку. Вот наш план на сегодня. Начнем с фундаментом, концепции спящего человека. Затем пробежимся по законам космоса и тела, разберем конкретные практические методы трансформации, заглянем под капот и изучим механику переработки энергии. И в финале посмотрим, к каким реальным результатам приводят все эти усилия. Итак, часть первая. Суть учения. Концепция спящего человека. Центральный тезис всей философии Гурджиева бьет наотмашь. Он звучит так. Человечество находится в состоянии глубокого, непробудного гипнотического сна. И вот эта цитата просто идеально все объясняет. Если вы хотите выйти из тюрьмы, первое, что нужно, признать, что вы в тюрьме. Мы ведь как привыкли думать? Что мы разумные, осознанные существа, все контролируем. Но, согласно этой системе, это стопроцентная иллюзия. Большую часть времени люди действуют абсолютно механически. Просто реагируют на внешние стимулы, как автоматы. И знаете, в чем подвох? Истинное развитие физически невозможно, пока мы не признаем свою механичность. Нельзя проснуться, если ты даже не подозреваешь, что спишь. И вот тут на сцену выходит концепция четвертого пути. Смотрите, исторически сложилось 3 классических подхода к духовному развитию. Есть путь факира — это жесточайшая работа с физическим телом. Есть путь монаха — колоссальная работа над чувствами. Есть путь йогина — полная дисциплина ума. Так вот, четвертый путь — это уникальный синтез всех 3. Вам не нужно уходить в монастырь, бросать семью или сидеть в пещере. Это путь для современного человека. Он объединяет работу над телом, эмоциями и умом одновременно, причем он прямо в гуще повседневной жизни. А теперь давайте разрушим еще одну иллюзию. Иллюзию нашего «я». Мы искренне верим, что мы цельные, что у нас есть одно постоянное, неделимое «я». Знакомая ситуация. С утра мы твердо решаем начать новую жизнь и сесть на диету. А через пару часов, понервничав на работе, мы уже едим огромный кусок торта. Система Гурджиева объясняет это просто. Человек — это не единое целое. Это огромная колония из сотен мелких, конфликтующих субличностей. Одно «я» обещает, а расхлебывать приходится совершенно другому «я», которое вообще не в курсе утренних обещаний. Нами управляют случайности, которые дергают за ниточки и выводят на сцену то одного, то другого актера. Идем дальше. Часть вторая. Законы космоса и устройство человеческого тела. Вся архитектура этой системы держится на 2 базовых законах. Первый — это закон триединства или закон 3. Согласно ему, абсолютно любое событие во Вселенной, от движения галактик до ссоры на кухне, требует участия 3 сил. Первая — активная сила, она дает импульс. Вторая — пассивная, она принимает или сопротивляется. И третья — самая важная, нейтрализующая, связующая сила. Без этой третьей силы ни одно событие, ни одно развитие просто не сдвинется с мертвой точки. Второй фундаментальный закон — закон семи, он же закон октав. Тут все очень интересно. Представьте себе музыкальную гамму. Все в мире развивается не по прямой, а вот по такой шкале с интервалами, и на определенных нотах, ми и си, процесс всегда неизбежно замедляется и готов сорваться. Чтобы этого не произошло, нужен дополнительный шок, какое-то внешнее или внутреннее усилие. Если человек живет на автопилоте и не дает себе этих осознанных шоков, его развитие глохнет. Хуже того, его энергия, по словам Гурджиева, просто уходит на поддержание баланса природы, становясь, как он это называл, пищей для Луны. Что касается анатомии, система утверждает, что у нас есть потенциал для 4 тел. Но, по умолчанию, у обычного человека активно только одно — привычное нам физическое тело. Остальные 3 — астральное тело истинных эмоций, ментальное тело разума и каузальное тело, вместилище настоящей воли — это просто чертежи, потенциал. Вы не получаете их при рождении, их нельзя как-то случайно обрести, их нужно в прямом смысле слова выстроить и кристаллизовать через тяжелейшую работу над собой. И вот тут мы переходим к самому главному. Часть 3.
практические методы трансформации. Как именно происходит эта работа? Практик довольно много, но все они бьют в одну цель — создать тот самый необходимый шок для пробуждения. Во-первых, самонаблюдение, жесткая фиксация своих состояний без осуждения. Затем самовспоминание — это когда вы пытаетесь одновременно держать во внимании и внешний мир, и себя в нем. Очень сложно, кстати. Далее идет осознанный труд. Это когда вы, например, рубите дрова или моете пол, но делаете это не на автомате, а с полнейшим вниманием к каждому движению. Отдельная история — священная гимнастика. Это сложнейшие движения, которые заставляют тело двигаться так непривычно, что ум просто не успевает заснуть. Добавьте к этому специальную музыку для погружения и безжалостную практику честного признания в своих слабостях перед группой. Никакой ложной гордости. Но, наверное, самая знаменитая фишка Гурджиева — это упражнение «стоп». Представьте, вы идете, едите или даже прыгаете, и вдруг звучит команда «стоп». Вы обязаны мгновенно замереть. Заморозить себя в той самой секунде, в той самой нелепой позе. Зачем? Это моментально разрывает механические бессознательные цепочки движений. Вы внезапно понимаете, насколько сильно вами управляет автоматизм тела. И вот в этот краткий звенящий миг тишины у вас появляется окно, чтобы по-настоящему осознать, где вы и кто вы. Вспомнить себя. Часть 4. Давайте заглянем за кулисы. Скрытая механика. Как это все работает на уровне энергии. Вся разгадка кроется в энергии. Наш организм вырабатывает колоссальное количество жизненной силы, эссенции. Но проблема в том, что мы похожи на дырявое ведро. Энергия утекает просто в никуда. Огромная часть сгорает в топке негативных эмоций, гневе, зависти, обидах. Еще часть уходит на пустую болтовню и бесконечные дневные фантазии. И просто нереальное количество сил трачется на поддержание ложного имиджа, на то, чтобы казаться окружающим кем-то другим. И что в итоге? Для внутреннего роста и развития просто не остается топлива. Бак пуст. Поэтому главная задача всех этих практик — заткнуть дыры в ведре, остановить утечку. И главным инструментом здесь выступает ваше внимание. Когда внимание собрано, когда оно направлено как фонарик одной стороной на мир, другой на себя, утечка прекращается. Энергия начинает накапливаться внутри. И вот эта сэкономленная, чистая энергия — это не просто метафора. Это буквально строительный материал, из которого шаг за шагом формируются ваши высшие тела. Часть 5. Финишная прямая. Этапы развития и то, ради чего все это затевается. Система предлагает очень четкую архитектуру прогресса. На самом старте человек просто учится быть кристально честным. Он видит свои автоматизмы, перестает ввязываться в пустые конфликты и начинает экономить энергию. Появляется такой маленький зазор между раздражителем и реакцией, первые проблески свободы. Затем на промежуточном этапе самовспоминание становится привычкой, формируется структура второго тела. У человека появляется настоящая воля, он, наконец, делает то, что решил, а не то, куда его понесло. Но и высший пилотаж, согласно учению, это формирование третьего и четвертого тел, обретение объективного сознания без иллюзий и даже достижение бессмертия высшего «я», которое больше не зависит от бренной физической оболочки. Конечно, надо признать, что система Гурджиева всегда была под огнем критики. За ее сложность, за суровые требования к ученикам, за авторитарный стиль управления в его группах. Но ее влияние на мировую мысль отрицать невозможно. И секрет ее живучести в том, что это не религия. Здесь не просят верить на слово. Это лаборатория, где главный подопытный — вы сами. Система требует, чтобы каждое слово, каждый закон был безжалостно протестирован на вашем собственном практическом опыте. И завершая наш сегодняшний разбор, я хочу оставить вас с одной довольно провокационной мыслью. Подумайте об этом сегодня перед сном. Неужели вся наша повседневная жизнь — это действительно лишь набор механических, запрограммированных реакций? И главное, что на самом деле произойдет в тот самый момент, когда вы просто остановитесь, выдохнете и беспристрастно понаблюдаете за тем, как работают шестеренки вашего собственного механизма? Возможно, именно эта секунда и станет началом вашего настоящего пути. На этом у меня все. Спасибо за внимание.